А вы знали, что в Советском Союзе курсанты не хотели идти в летчики-штурмовики? И почему те, кто все-таки попали, были физически более выносливые, чем любые из истребителей? Знали, что Су-25 хоть и мог нести управляемое вооружение, но не мог его самостоятельно применять? И зачем они стреляют в небо на СВО? Всем привет, мои, судя по статистике, не совсем юные эксперты. Начнем с того, что в Советском Союзе не было штурмовой авиации. Не было в течение 28 лет. Последним штурмовиком, принятым на вооружение послевоенного Советского Союза, стал Ил-40П. И это был первый серийный реактивный штурмовик СССР. Но 13 апреля 1953 года советское командование решило, что самолеты подобного типа больше стране не нужны. Связано это было с развитием ракетостроения. Теперь не обязательно было лезть под огонь зениток на штурмовиках, ведь по скоплениям противника можно было запустить ракету. Может быть, даже с ядерной боеголовкой. Ил-40 оказались больше не нужны, и совершенно новые самолеты КБ Илюшина безжалостно пустили на металлолом. А роль ударных самолетов перепоручили новеньким, быстрым и красивым истребителям-бомбардировщикам. В ту пору это был Су-7. Но вот незадача. Оказалось, что ракеты в основной своей массе хороши только по статичным целям. Да и по ним попадали с весьма условной точностью. Снова понадобились бомбы, сбрасываемые высокоточным методом спикирования прямо на цель. Но есть нюанс. Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики быстро летают шикарнейшим образом, а медленно тоже летают, но хуже. Особенность стреловидной стекла вынуждает летать побыстрее. И быстро, возможно даже очень быстро, целиться, поскольку на большой скорости Земля приближается тоже быстро, и от нее нужно успеть увернуться. У быстрых истребителей быстро заканчивается топливо. Быстро заканчивается ресурс двигателя, и бюджет на содержание таких замечательных самолетов тоже быстро заканчивается. Еще быстрее иссякает желание пикировать на противника, когда он торжественно встречает тебя салютом из всего имеющегося у него стрелкового вооружения. А у тебя из брони несколько слоев высококачественного, совершенного полированного авиационного алюминия и одна чисто символическая бронепластина впереди. Двигатель тоже один, ничем не защищенный. И если он под натиском торжественного фейерверка вдруг покинет чат, то и летчик с ним за компанию. Реактивные истребители-бомбардировщики оказались условно годными к штурмовке. Так же годны, как швейцарский нож к рукопашному бою или нарезке хлеба. Единственное, в чем были хороши истребители-бомбардировщики, так это в доставке спецбоеприпасов. Какие нужны самолеты для штурмовки, подсказали наши заклятые американские друзья, которые в ту пору участвовали в войне во Вьетнаме. Там очень хорошо себя проявили дозвуковые штурмовики А4 Skyhawk, А6 Intruder и А7 Corsair 2. Отчасти этому поспособствовали наши зенитчики-ракетчики. Высоко взлетать фантомом они категорически не разрешали, а летать среди гор на большом, быстром и маневренном, как паровоз истребители и бомбардировщики, могут не только лишь все. А кто может? Те самые дозвуковые, более маневренные и, что немаловажно, более дешевые в эксплуатации дозвуковые штурмовики с броней, с хорошей обзорностью и крылом, рассчитанным на полеты с комфортной для штурмовки скоростью. Первыми эту тенденцию заметили в КБ Сухого и заблаговременно подготовились к конкурсу на новый штурмовик. Не секрет, что тендер они выиграли. Выиграли у монструозно-неказистого Ил-102. Производство Су-25 было решено организовать на Тбилисском авиазаводе. И до сих пор мне в комментариях попадаются уникамы с этой страны, которые на серьезных щах лепят, что, мол, Су-25 на самом деле грузинский самолет, который был построен силами грузин и грузинов. Новые штурмовики, чтобы не раздражать ЗРК противника, должны были летать инновационно на предельно малой высоте, так же, как это делал их дедушка Ил-2. А раз высоко летать не надо, то и гермокабину можно было не делать, а вместо нее вкорячить в самолет броневанну, защищающую летчика от пуль.
И тут начинается павлиня, песня отечественной журналистики. Ведь если что-то можно назвать летающим танком, журналисты обязательно это так назовут. Смотрите, БТ-7, Ил-2, Ми-24, Су-25 и Т-90. Это все летающие танки. Только не настоящие. Настоящий летающий танк — это А-40 Олега Антонова, а все остальное — это жалкое подражание легенде. Ну так вот, захлебываясь от восхищения, восторгаясь невероятным, журналюги с причмокиванием утверждают, что бронекабина Су-25 может выдержать попадание 30-миллиметрового снаряда. Бронекабина-то может, но никто из них не скажет, что фонарь кабины у Грача не бронирован, и шальная пуля от ДШК, прилетевшая сбоку, вполне себе может лишить управления этот, безусловно, крепкий штурмовик. Этот летающий танк вполне себе успешно сбивают. Суть же всей его защищенности — это сохранить самую дорогую деталь в самолете — летчика. А теперь представьте, что курсанты, будущие летчики, не хотят идти в штурмовики. А ведь именно так и было. Все прекрасно знают, что военные самолеты умеют хорошо летать, когда в их кабине сидит подготовленный и хорошо обученный летчик. Но когда Су-25 вставал на крыло, последний выпуск летчиков-штурмовиков уже собирался выйти на пенсию, и взять новых было неоткуда. Поэтому в добровольцев в штурмовики принудительно переквалифицировали будущих истребителей и истребителей-бомбардировщиков, что, естественно, вылилось в негодование курсантов. И основания на то были. Ребята хотели стать истребителями, потому что истребитель — это престижно. Многие из вас сходу назовут имена советских летчиков-истребителей: Покрышкин, Кожедуб, Лидия Литвяк. Они герои, чьи имена живут по сей день. А теперь напрягитесь и назовите хотя бы двух асов-штурмовиков. Ладно, одного хотя бы. Увы, имена тех, кто действительно завоевывал победу, незаслуженно забыты. Тем более, что шансов выжить у истребителя сильно больше, чем у штурмовика, который пикирует на вражеские позиции. Почему в штурмовики переводили именно истребителей, а не будущих бомбардировщиков? Да потому что уровень подготовки должен был быть высочайшим. Физическая подготовка, скорость мышления, координация были важны для будущих штурмовиков. И такой жесткий отбор потом еще сыграет им на руку, так как был один фактор, который никто не учитывал. Вы же все запомнили, что Су-25 изначально проектировался под требование, что высоко ему взлетать не придется. С целью не попадать в поле зрения ЗРК, к цели планировали пробираться на малых и предельно малых высотах, а в этом случае гермокабина не нужна. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. С двух ног ворвался Су-25 на боевое крещение в Афганистан. Показал себя весьма неплохо, как и неплохо показали себя душманы. Вместо того, чтобы сражаться так, как фишки с ними расставили на картах генералы, эти негодяи залезли в горы. А в Афганистане горы высокие. И с этих самых гор они начали обстреливать наши самолеты с переносных зенитно-ракетных комплексов. А так сбивать самолеты получается еще удобнее. В таких условиях летать на брюхе оказалось вообще невыгодно. В итоге летчики, до этого прижатые к земле для полетов на Су-25, снова получили право метнуться к облакам, будто бы они настоящие истребители, чтобы летать там, где полномочия ПЗРК уже все. Напомню, что настоящего ПВО у бородатых не было, впрочем, как и истребителей, а вот ПЗРК, у которых высота поражения цели в лучшем случае 4 километра, было предостаточно. И взлетали наши летчики на высоту в 6 километров, а иногда и чуть выше. Чтобы вы понимали, это предельная высота, которую человек способен переносить физически. Альпинисты не в счет. Там у них этапы акклиматизации в несколько суток, а у летчика столько времени, топлива и сил нет, чтобы еще и акклиматизироваться. Летчики испытывали чудовищные перегрузки, когда в течение нескольких минут им приходилось спикировать вниз с высоты 6 километров,
умудриться выйти из пике с колоссальной перегрузкой, при этом прицельно поразить противника и не поесть земли, а потом снова вернуться на ту же высоту. А чтобы впечатления от аттракциона были еще ярче, на Су-25 были установлены куцые воздушные тормоза, которые вообще не подразумевали режим броска в бездну. Представьте, какое благоговение испытывал летчик, несущийся вниз на самолете на трансзвуковой скорости, на которую он в принципе не был рассчитан. Впрочем, он не был рассчитан и на тот регион, где состоялся дебют Су-25. И, на мой скромный взгляд, именно благодаря профессионализму летчиков и вопреки всем недостаткам Су-25 получил весьма хвалебные отзывы на той войне. Чтобы понять, насколько сложно было воевать на Су-25 в Афганистане, да и в принципе на авиации, скажу вот что. На наших самолетах и вертолетах стоял прицел АСП-17 в различных модификациях. Шедевр прицельных приспособлений для стрельбы в полигонных условиях. Сам по себе он надежностью в принципе не отличается, а в условиях горной местности и жаркого климата о расчете траектории полета бомб и ракет речи вообще не шло. Что на Ми-24, что на Су-17 и Су-25 летчики зачастую больше полагались на собственный глазомер. По сути, пользоваться АСП-17 можно было только на равнинной местности. Но Су-25 это современный самолет, и он умел применять современное управляемое вооружение, наводимое по отраженному лазерному лучу. Умел, но самостоятельно это делать не мог. Паспортная дальность захвата цели у управляемых ракет Х-25Л и Х-29Л составляет 10 километров, но это только на бумаге. По факту это значение может быть сильно меньше. Но это не страшно, ведь даже с 7 километров цель для обнаружения ее с воздуха должна быть размером с ангар. Большой ангар, желательно не замаскированный. На Су-25, в отличие от американских аналогов, каких-либо прицельных контейнеров не было. Все цели летчик искал с помощью оптической силы и разрешающей способности собственного глаза. И даже если все как на полигоне, видимость миллион на миллион, цель легко обнаруживаемая, и вы уже наложили перекрестие лазерного дальномера целеуказателя на этот ангар, у вас все равно остается большая вероятность промазать. Как? Да, очень просто. Вы же не думаете, что раз на цель решили потратить дорогую управляемую ракету, то ее никто не будет защищать? Обязательно будут. И как только первая струя от зенитных пулеметов или шлейф от ракеты метнутся в небо, летчик рефлекторно попытается сделать противозенитный маневр, и наведение ракеты сорвется. Прицельный комплекс Су-25 очень сильно сковывал летчика в маневре после пуска ракеты. Там диапазон углов наведения такой же широкий, как обзор у стрелка-радистов Т-34. Даром, что ли, летающий танк. В итоге, вместо платформы для высокоточного оружия, Су-25 больше становился похож на идеальную мишень для зенитного огня. Но там, где советская конструкторская и военная мысль сплоховали, не сплоховал советский солдат. В строевых частях довольно быстро смекнули, что если снять прицельный комплекс с поврежденного грача и прикорячить его на БТР, то получится отличная машина для наведения таких ракет. С внешним целеуказанием пускать управляемые ракеты уже было безопасно. И именно таким способом запускали абсолютное их большинство. Пока ракета летела к цели, Су-25 уже становился на курс домой, оставаясь в абсолютной недосягаемости для зенитного огня. Бармалеи настолько оценили этот подход, что в случае обнаружения БТР с такой приблудой он становился первоочередной целью в колонне. И остается только задаться вопросом, почему такой метод наведения не предусмотрели изначально, и почему боевую машину авиационного наводчика придумали обычные солдаты из строевых частей, а не конструкторское бюро. Кстати, потом в конструкторских бюро все-таки сделали боевую машину авианаводчика, но это получилось, как по мне,
Абсолютная шляпа и не то, что нужно было солдатам. И вот вы слушаете сейчас все это и думаете, что я тут только плохое сознательно про самолет рассказываю. Ошибаетесь. Несмотря на все вышеперечисленное, в Афганистане Су-25 проявил себя лучше любых других самолетов, участвовавших в поддержке войск. Вместе с Ми-8 и Ми-24 они дополняли друг друга. Ни один истребитель-бомбардировщик не мог работать так близко, так точно и так бесстрашно, как это делали Су-25. По сравнению с истребителями-бомбардировщиками, Су-25 делал вираж практически на крошечном пятачке, если таковым можно назвать радиус в 700 метров. И как бы это ни звучало в противоречии самому себе, но Су-25 хоть и не готов был к этой войне, но оказался лучшим среди всего того, что было у советской авиации. Сейчас, насколько мне известно, Грачей больше не производят, только модернизируют. Внедряют новую авионику, цифровые прицельные и навигационные комплексы, чтобы соответствовать современным требованиям к штурмовой авиации на войне. Кстати, о ней. В начале войны на Украине еще можно было наблюдать, как Су-25 классически прямой наводкой бьют по цели. Это очень результативно, как для Су-25, так и для ПВО, которое по нему будет работать. Опыт показал, что если воевать не с бородатыми тапочниками, а с реальными подготовленными войсками, то такой трюк уже не прокатывает. Противник очень хорошо информирован о всех взлетах нашей авиации, вплоть до того, что у них на планшетах в реальном времени отражается местоположение атакующей группы самолетов. Они успевают и подготовиться, и заранее прицелиться с ПЗРК в район, откуда самолеты покажутся. Пока не будут нейтрализованы натовские самолеты ДРЛО и станции РЛС на территории Украины, Су-25 является хоть и бронированной, но легкой мишенью. Перелет самолета за линию фронта слишком рискован. Именно поэтому в нелепых сводках Министерства обороны мы в основном видим то, как штурмовики и вертолеты героически расстреливают небо. Показать, как залп накрывает вражескую пехоту, как она залегает и срывается атака. Рассказать, что в том-то лесочке, куда сейчас летят ракеты, уже второй день ховается украинская ДРГ. Рассказать, какая польза от всего этого в Министерстве обороны как-то не догадываются. Слава богу, хоть частные энтузиасты есть, у которых это получается сильно лучше, чем у кадровых специалистов из Министерства обороны. А может быть, эти самолеты закрывают участки фронта, где просто не хватает артиллерии. Своими залпами дотягиваются туда, куда грады и мальвы в сию минуту просто не могут ударить, ввиду того, что просто не дотягиваются. В конце концов, есть такое понятие, как беспокоящий огонь, который не столько про физическое поражение противника, сколько про моральное. Беспокоящий огонь – это как сосед с перфоратором, как дети с Bluetooth-колонкой или молодой бабуин в своей ладе с музыкальной системой, состоящей из одного только сабвуфера. Но нет, мы же не хотим работать нормально. Поэтому все репортажи Министерства обороны с кадрами работы штурмовиков и армейской авиации выглядят как история, в которой есть завязка, развитие сюжета и послесловие. А самые важные части в виде кульминации и развязки нет. Ее предлагают сочинить самим, смотря на то, как техника заходит на посадку. И эту историю нам дописывает кто угодно, ведь есть факт пуска ракет, а факта прилета нет. Можно что угодно нести, что обстреляли мирных жителей, Донбасс, Белгород, что просто для отчета постреляли в небо. В информационной войне ведомство Коношенкова воюет на стороне Украины. Репортажей, где есть хоть какие-то кадры с объективного контроля, единицы. А они определенно есть, и их нужно показывать. Ведь нам показывают, как прилетают фабы с МПК. И к фабам после этого вообще никаких вопросов нет. Но, возможно, кто-то там наверху решил, что это не так зрелищно. Самое главное для Су-25, на Украине он оказался в своей тарелке. Да, он уже давно не бьет по целям в прямой видимости. Так оно по сути и не надо. Выискивать для атаки 5 пехотинцев в лесополосе – дело неблагодарное и глупое.
А вот накрыть эту лесополосу залпом из 80 или 130 миллиметровых снарядов — это как минимум потрепать им нервы и заставить дальше сидеть в окопах. Ну а какой максимум, мы сами знаем. Мое субъективное мнение, что сейчас Су-25 используется как мобильная артиллерия. Разве что я не понимаю, какая логика в том, чтобы проводить эту атаку всего парой блоков наров. И в завершении видео хотелось бы сказать, что сравнивая, кто эффективнее, как штурмовик А-10 или Су-25, я однозначно отдам пальму первенства отечественному самолету. Для А-10 в современной войне, как по мне, уже нет места.